Всем привет, продолжаю играть в Morrowind. В прошлой серии я ввел вас в заблуждение. И сам, собственно говоря, почему-то был уверен в том, что нам сейчас нужно идти в замок Карстага, хотя Герцин нам еще такое задание не дал. Он, по сути, даже еще не принял у меня предыдущее задание. То есть мы после прошлого... Так, где? Вот. Прошлой ночью он мне сказал убить всех охотников и медведя. Я его убил, прошел день. И сейчас наступает вечер. То есть нам нужно сейчас, по сути, снова как бы во сне поговорить с Герцином. Он даст нам следующее задание. Или не даст. В общем, я решил промотать еще одну ночь. Хотя, если будет задание, мне придется выходить. Давайте-ка мы применим невидимость и отойдем подальше, в какую-нибудь пещеру. Я вот, честно говоря, запутался уже в этих заданиях, потому что я тут столько раз перезагружался и мотал время, что могу здесь, конечно, уже путаться. Но это из-за багов, друзья, все из-за багов. Приходится вот параллельно с вот этим прохождением производить тестирование. Курган Блэдскал закрытый. Скорее всего, квестовую пещеру какую-нибудь найти и там переночевать. Вон, я вижу. Вполне возможно, что мы здесь были. Блин, но этот товарищ сагрится. Не хотелось бы его убивать. Можно, кстати, в корабль залезть, точно. Там же есть внутренние помещения. Смогу я туда запрыгнуть? Да, смогу. Неплохая база, кстати. Тут мы все уже лутали. Давайте подождем и посмотрим, что скажет Герцин. Твой повелитель очень доволен. Скалы не получат благословения своего бога. За твое служение я дарую тебе эту способность. В дневное время ты теперь можешь вызывать компаньона, который поможет тебе в твоих странствиях. Удачной охоты, пока я не призову тебя опять. Все правильно. То есть сейчас он нам просто сказал спасибо, грубо говоря. А в следующую ночь, видимо, даст задание на замок. Поэтому давайте эту ночь просто промотаем. 9 часов. Сейчас у нас 6 утра, по идее. Да. Экипируемся. Через сопротивление, конечно же. Ну, обычная наша ежеутренняя уже процедура. Стрелы я возьму. Так. Амулетик наш. Поясок. Ну и бежим обратно на Воронью скалу, через невидимость, конечно же, чтобы найти ее. Сегодняшним днем будем продолжать выполнять задание Фалька. Там, скорее всего, будет сейчас с нападением задание, если я ничего не путаю. Давайте не забегать вперед. Потому что я опять что-нибудь навру. Какая интересная штука. Горка. Друзья, у вас были в детстве такие горки? Только здесь вот еще была лестница. Заходишь по лестнице, такой жик и жопой в сугроб. Но очень похоже. Так, ну давай, дружище. Всем ясно, что мы должны что-то сделать для повышения безопасности. Как бы мне этого не хотелось, но я не могу полагаться только на себя, на тебя. Ну, на нас, короче говоря, в вопросе защиты колонии, поэтому нам нужно нанять стражу. Я думаю, что будет справедливо, если они возьмут на себя ответственность, но я не хотел бы им приказывать. Я хочу, чтобы ты сначала попытался найти добровольцев. Поспрашивай людей и узнай, кто из колонистов готов стать стражником.
Дай мне знать, если ты кого-нибудь найдешь. Я знаю, кто хочет стать стражником. Апрония, как ты смотришь? Да, да, да. Апрония Альфена, как ты хочешь стать стражником? Какой же ты глупец, хихи. И почему это вдруг я должна заниматься чем-то подобным? Тут полно здоровых, сильных мужиков, и я уверена, они смогут защитить меня. Да, Альфена, очень несовременно ты мыслишь, очень несовременно. Еще одна дневная норма. Нет, этот тоже не хочет. А, здоровые, сильные мужики, видишь, не особо-то рвутся в стражники. Так, 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 так. Давайте по домам пройдемся. Тут пусто. Я, честно говоря, не очень хорошо помню, кто тут жаждет стать стражником. Вот то какой-то зажиточный, смотрите. С ковриками, со вторым этажом. Ну-ка. Но дома его, конечно, нет. Время-то рабочее, правильно? Че ему дома ошиваться? Ну, неплохой домишко, неплохой. Как называется? Гидар Вератан. Еще один. Это не он. А вот он, Гидар. Это, видимо, какой-то здесь прораб. Так, ну этого мы уже осматривали. Это тоже пустой дом, скорее всего. Обычный шахтер, видимо. Еще один двухэтажный особняк. А это дедок, да, который хотел самоубиться. Че ему не живется, смотрите, неплохой домик. Вполне, по здешним, кстати, по здешним меркам вполне неплохой. Не побрезгуем монеткой. Дедушке она особо-то не нужна, он тут на полном пансионе живет, судя по всему. А ты не желаешь стать стражником? Ох нет, я должна заботиться о Селере. И я не думаю, что я вообще подхожу для такой работы. Так не считаешь? А какой у тебя уровень? 35-й. Ха. Вполне. Дедок, а ты не хочешь послужить отечеству? Я уже старик. От меня не будет никакой пользы. Понятно. Ну вот этот, конечно же, имперец. Видите, сразу видно, что он хочет стать стражником. Вот это другое дело. Да ты что? Я должен признать, что эта работа в шахте совсем не по мне. Не то чтобы я возражал против тяжелой работы, просто мне уже это не очень нравится. Так что мне нечего терять, правильно? Короче, я попробую. Отлично, отлично. Сразу видно, что... Ну, это по другому заданию. Приветствую тебя. Ты не похож на местного, и я не помню, чтобы я видел тебя на последнем корабле с Варденфелла. Возможно, ты наемник? Я собираюсь провести здесь кое-какие исследования. Пожалуйста, выпей со мной. То есть все остальные признают во мне Нарыварина сходу, а вот этот хмырь, Ателлор, сует мне какой-то сраный киродильский бренди, выпей, говорит, со мной, еще и наемником обзывает. Да, исследования, касающиеся фалмеров. Их иногда называют снежными эльфами, хотя я нахожу это название огромным упрощением. Понимаешь, согласно легенде нордингов, фалмеры — это скрытная раса эльфов, которые живут в холодных удаленных регионах. Их зачастую обвиняют во всяких пакостях, буранах, пропавших детях. Ну ты понимаешь. Местные думают, что это злобные реклинги, что эти злобные реклинги и есть легендарные фалмеры. Я считаю, что это оскорбительная и абсурдная точка зрения. А вот, пожалуйста, выпей еще. Реклинги — это снежные эльфы из легенды? Абсурд. Понимаешь, я верю, что фалмеры действительно существовали многие века назад. Они были именно эльфами, как альтмеры, данмеры и босмеры. А потом они просто исчезли. Они слились с другими эльфийскими расами и перестали существовать как отдельная культура. Весьма вероятно, что наследие фалмеров составляет важную часть эльфийского наследия. Твой стакан почти пуст. Я уже давно верю, что в моих венах течет кровь фалмеров. Вот это поворот. То есть, я думал, что ты альтмер, а ты фалмер. Хм.
Я, говорит, отправился в путь, чтобы найти себя. Я хочу знать, кто я и где мои корни. Вот это номер. А другие альтмеры, интересно, знают об этом? Или они тебя так и изгнали, сказали, какой-то ущербный чувак вообще сумасшедший. Я надеюсь, что если я найду какие-нибудь доказательства существования фалмеров, я лучше пойму себя и свое прошлое. Но, боже, я аристократ. Да ну, а не искатель приключений. Вот почему я пришел. Ну это блажь какая-то просто от сытой жизни, видимо. Вот, говорит, почему я пришел к следующей идее. Я надеюсь нанять исследователя, который бы сделал большую часть физической работы. И еще стаканчик. Послушай, похоже, ты крепкий парень. Ты слушал мою болтовню так вежливо. Может быть, тебе будет интересно помочь мне в моих исследованиях. Мне нужен кто-нибудь, кто проделает небольшую работу на местности. Я заплачу тебе, конечно же, заплачу золотом вперед. Тебе это интересно? Ну, вообще, на самом деле нет, но давайте, это забавный квест. Мне нужно, чтобы ты исследовал древние места Салсхейма, могильные курганы, стоящие камни и все такое. Кто знает, какие секреты они таят. Вот тебе 200 золота на текущие расходы, снаряжение или что-то подобное. Ха, 200 золота. На Салсхейме, да? А если ты найдешь любое достоверное доказательство существования фалмеров, принеси его сюда мне. Дневник дополнен. Это большая честь. Так, ну, пока что мы это задание отложим. Видимо, солдатом он стать не горит желанием. Кто тут еще есть? А тут больше никого и нет. То есть пока только один доброволец. Ты не хочешь уже, я понял. Но надо в шахту еще наведаться. Там вот этот, который работа не волк, чувствую, хочет стать солдатом. Ну или стражником. Что, строго говоря, не одно и то же. Военным, короче. Сейчас я его найду. А ну-ка. Мне больше не нужно сторожить эту комнату. Так сказал Фалька. Какую комнату? А, ну с тем, понятно, да, с вором. Может быть, ты хочешь стать стражником? Где это? В смысле, тут нельзя про это поговорить? Интересно. Либо он настолько квестовый, что у него даже нет такого диалога. Но там вот еще один имперец бродил. Может быть, он захочет. Давайте с ним поговорим. Стой. С удовольствием. Прошу вас, продолжайте. Да. Я весь внимание. Я только недавно говорил кому-то, что кто-то должен охранять это место, чтобы оно было безопасным. Похоже, мне теперь придется отвечать за свои слова. Я согласен. Второй имперец желает стать стражником. Почему я не удивлен? Ну, давайте зайдем сюда. Я здесь вроде бы не был в этом проходе еще. Но здесь тупик. Так, ну двое. Двое. Вот интересно. Почему-то мне помнится, что их должно быть трое. И оба имперца. Значит, нам нужно поискать еще одного имперца. По домам мы уже посмотрели. Кажется. Здесь других проходов я никаких не вижу. Нет, ответвлений. Поэтому выходим. Так, дома проверенные. Башенки вот эти. Ну там вроде бы склад и ничего интересного. Да, людей тут нет. Но это лодочница. Лодочница, конечно, солдатом стать не сможет при всем желании. Так, здесь никого нет. Ну, я нашел двоих, короче говоря. Тут из праздно шатающихся больше никого нет вроде. Ну, давайте сохранимся и посмотрим, что скажет Фалька. Ты закончил? Да, я закончил. Хорошо.
Кто из них согласился? Двое согласились. Что ж, это хорошо. Я позабочусь, чтобы они получили соответствующее снаряжение. Спасибо тебе. Но то, чтобы обучить стражников в ускоренном порядке, понадобится несколько дней. Когда мы закончим с этим, возвращайся, поговорим. И что мне делать? Ты просто спаситель. Что мне делать-то, блин? Что у нас по заданиям? В поисках фармеров, осада деревни Скалов, подзависла. Подзависла почему-то. Лекарство там, это тоже подзависло. Отвергнутая женщина тоже, кстати, у нас зависла. Женщина, так, нашел и убил. Ну, я отказался, но квест завис. Очень странно. Так, ну что, я предлагаю время-то промотать. Но промотать не просто так. Давайте сохранимся. Используем возврат. И направимся к замку все-таки Карстага. Потому как... Тихо, не кричи. Этот не хочет с нами говорить. Тебе не следует появляться. Да, не следует, не следует. Потому как, короче говоря, все-таки следующей ночью Герцин таки даст нам это задание. Ну или я думаю, что даст. В любом случае это не помешает нам находиться поближе к замку. Я думаю, что мы можем даже, в принципе, в форме оборотня туда наведаться. Это не должно быть слишком сложно. Там из населения вроде бы реклинги. Тут, в принципе, можно попробовать зачистить какую-нибудь пещеру, если попадется на что-нибудь такое интересное. Вот, например, какая-то пещера. Сохранимся. Так, но невидимость пока не будем использовать. В общем-то, пробежимся, посмотрим, что здесь есть. Будем затягивать геймплей, как завещали нам разработчики. Хрюкает кто-то. А хрюкает это, скорее всего, наездник. Поэтому давайте заранее призовем алчущего. Да. Ребятки наши здесь. И призываем Дремору. Так, Дремора с беспонтовым мечом коротким. Долго. Долго, ребята. Очень долго. Очередная полупустая пещера. Видимо, населенная этими реклингами. Так, ну здесь у нас что-то щетина спин. Но этот Дремора посерьезнее, видите, с посохом. Посохом. Паралич на щетина спине не работает, да? Отъехал. Вот золотишко. Ну, Лутецкий что-то не радует. Даже вот в пещерах контрабандистов на самом Моровинде, на острове Варденфелл точнее, там и то повеселее с лутом. Всякое говно. Хотя бы камни душ там попадаются чаще. Боже, какая пещера длинная-то, а? Наездник. Так, ну... Алчущего призывать тут смысла нет, поэтому давайте сразу Дремору.
и наше новое заклинание испытаем. Но все-таки прибежал, смотрите. Ну пусть будет до кучи. Интересно, работает на нем понижение силы? Но судя по тому, что проходит анимация, должно работать. Но урон что-то как-то они слабо наносят. Да, отъехал он раньше, чем понизили ему силу сколько-нибудь значительно. Что у нас тут? Монетки, восстановление здоровья и сундучок. Кольцо молнии на удаленную цель. А возьмем. У меня уже изрядно накопилось этих колец. Толку от них чуть. Так, ну чё, все, тупик здесь получается. Ну, то есть бессмысленно совершенно заходить в такую пещеру. Ни черта интересного тут нет. Поэтому даже целиком ее зачищать я, наверное, не буду. Выход, судя по всему, здесь. Да. Поэтому смело выходим, поищем еще что-нибудь интересное. Алчущего отзываем. Невидимость. Призываем. И, наверное, придется время все-таки промотать. Вот здесь еще посмотрим. О, кстати, смотрите. Но это альтернативный вход в замок, насколько я помню. Если ничего не путаю. Но мы туда не попадем, потому что оборотень вроде бы, если я ничего опять же не напутал, не соврал, оборотень заходит через главный вход. Ну, суть от этого никак не меняется, то есть все то же самое мы будем делать, зачищать эту локацию, этот замок. Так, вон еще какая-то пещера, давайте заглянем. Только делать это будем в форме оборотня. Кстати, льдина реальная, то есть мы на нее не можем залезть. По ней, значит, можно ходить, да. Сохранимся. Не все льдины здесь такие имеют коллизию. Через некоторые можно просто проходить дом. Так, тут какие-то ребята. Более интересные, чем реклинги. Явно. Скорее всего, это ведьмы. Причем такой толпой. Так, ну что, мы призываем наш стандартный набор. Тихо, 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 какой труп? Нет, мне это не нравится. Мне не нравится, что они переагриваются. Видят меня через невидимость довольно не слабо так. Так. Нет, это мне вообще не нравится. А алчущий еще здесь с нами. То ли на них паралич не работает, то ли он просто не успевает раздавать. А это вот одна сагрилась на меня. Ну, вроде потеряла. Кто-то из них духа предков призывал, смотрите. Жестко, жестко. Жесткий замес. Так. Призываем обратно алчущего. Призываем снова Дремору. Не хватает мне магии. И обратно уходим в невидимость. Удивительно, что крупный труп живет. То есть они начинают бегать, а трупак-то живет. Смотрите, раздает свое проклятие. А вот бы призывать алчущего и трупака. Вот это было бы, конечно, лучше.
Но беготня вот это, а тут их еще целая куча. Этих ребят. Да. Все, алчущий. Нет, алчущий еще с нами, а Дремора отъехал. Ну, алчущего перепризываем. Дремору также призываем. И обратно уходим в невидимость. Хотя бы так. Чтобы они не бегали. О, она меня увидела. И не слабо так пробила, надо сказать. Так, зелье давайте сожрем. Так, магию не надо, а здоровье восстановим. Дремора опять отъехал. Слушай, ну еще ни одну не убили. Придется призывать Святошу. Так, а меня тут нет. Меня тут вообще нет. Так, -1. Святоша зарешал. Доэдрический меч у него, судя по всему. Да. Дремора уехал. Блин, Дремора беспонтовый, перепризовем его. Ой, бездоспешный бой мне качнули. Так, так. Вот так и вот так. Так, Святоша нас покинул. Хороший Святоша с двуручным мечом. Так, а меня тут нет. Что-то жестковато. Что, опять мне лук доставать, что ли, блин? Но зато Святоша живет, смотрите. По сравнению с приганами, так вообще. Они еще лечатся, гады. Так, -2 уже. Дремора. Так, и Святоша тоже. Колдовство растет, это прекрасно. Там бежит одна уже. Это... Чё они в рукопашную-то? Алчущий поломал им оружие, что ли? Это радует, конечно. Так, еще одна отъехала. Осталось 2. Дремора хороший, смотрите, с топором. Алчущего надо призвать заново. Так. Не добили. Куда побежали-то? Не добили и побежали. А меня тут нет. Даже не думай. Ну добейте вы ее уже, она там уже, наверное, на последнем издыхании. Какая-то вот одна, видите, самая прошаренная, все время меня палит. И переагривается. Мне это не нравится категорически. Просто ходячего трупа давайте призовем. Неплохо себя проявляет. Может быть, она перестанет бегать тогда, если ей понизят силу. Вот, паралич и понижение силы. Слушайте, это рецепт. Надо будет еще поэкспериментировать с этим призывом. Может быть, мне удастся создать такое заклинание, чтобы алчущий и вот этот трупак призывались одновременно. Мы будем расценивать эту пещеру как тренировочную.
Отлично, наконец-то вы ее завалили. Это просто фризовые ведьмы. У них просто кинжальчики. И по сути ничего ценного. Хотя вот изумруд. Но все равно это барахло. Всяко лучше, конечно, чем реклинги. Ну, давайте посмотрим, что здесь еще есть в этой пещере. Еще трое. Вот же, блин. И Дримору сюда же. Сначала трупа. А потом Дримору. И в невидимость. О, одну сразу завалили, смотрите. Гоп-компания. Кстати, а чё я, собственно говоря, не надену наш плащик-то? Где он? Покров горя. Это ж мы можем призывать святошу заклинанием. Давайте еще одного. Оба. Отлично, смотрите. Так шмаляют они не слабо как, а? Какая-то магичка там попалась. Вот это она долбанула. Вот это не слабо. Хорошо, что не по мне. Что-то святоша колдует тоже. Так, кто-то отъехал. Дримора, походу, отъехал. Давайте его призовем заново. Перепризовем также алчущего. Слушайте, но труп-то сделал свое дело. Смотрите, вот эта вот подруга стоит. Явно у нее сила понижена. Давайте еще раз его призовем. Мне это нравится. Как он работает. Соответственно, и урон понижается. Не просто проклятие, да, на силу. Ну, она стоит, понятно, но... Ну, урон нам, да, не так важен. По святошам меньше будет проходить. Наконец-то мы можем призвать святоши, друзья. На каком уровне? На 28-м. Кстати, у нас уже скоро уровень, бонусов почти нет. Но сейчас я не буду заморачиваться с прокачкой. Что-то прилетело. Как будто вот от этой подруги. Ну все, смотрите, не слабо так, не слабо. Я считаю, вполне успешно. Я почти ничего не делал, кроме как того, что спамил всякую нечисть. Беспонтовая дубинка. Че у них тут? А их всего трое, друзья. Это мы с ними вот провозились столько времени, а их всего трое. Так. Я думаю, что здесь все понятно в этой пещере. Ведьмы. Ведьмы, еще раз ведьмы. О, еще две. Так, призываем. Этого товарища призываем. Подожди, не туда мотаю. Дримору призываем. И святошу также призываем. Ну и трупа. Трупа тоже призываем. Мне нравится такой замес. О, Дримору ушатали.
Но они еще могут двигаться. Это, конечно, упущение. Но смотрите, она не выносит трупака своим заклинанием. Хотя оно довольно мощное. Просто у него эффект такой отложенный. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть не зажали. Так, Святоша отъехал. Это плохо. Святошу надо обновить. И трупа надо тоже обновить. Да и алчущего. Не хватает дамага все-таки. Надо попробовать с лука еще шмальнуть мне. Давайте призовем лук и посмотрим, какой будет урон. Ну не слабо, смотрите, не слабо. Она лечится, падла. Но это, походу, уже не сдвинется с места. Да, силу-то ей порезали. Но урон слабый. Все они делают правильно, но урон очень слабый. Надо немножко модернизировать нашу тактику, то есть призыв алчущего, призыв трупака и лук. Это если будет похожи вот такие вот замесы. Потому что ждать, пока Святоша даже наковыряет там, или Дремора с какой-нибудь беспонтовой дубиной придет. Ой-ой-ой. А ну-ка вот так попробуем. Ну смотрите, тоже неплохо. Он раздает паралич, а я настреливаю. Единственное, что нужно, чтобы они как-то кучно стояли. Давайте все-таки... Где он? Трупачок наш. Ой-ой-ой, зажали. Блин, встал неудачно. Лечится, зараза. Стрелы бы на паралич, было бы совсем хорошо. Ой, не вовремя. Да, и лук надо на постоянку призывать. Так, это я призвал трупака, да, нового. А давайте наденем рубашку другую. Но осталась одна. Они ее остановили, в принципе, а мне ее остается только добить. Ну, неплохо, неплохо. Такая тактика тоже имеет место. А главное, не нарушает наш челлендж. В принципе, если я возьму меч и начну всех рубить мечом, это тоже не нарушит челлендж, строго говоря, да? Паралич ей, паралич. Гадине. Главное своих не задеть. А чё она до сих пор без паралича у нас, а?
Во. Да, проклятие слабенькое. У трупака. Это надо, чтобы он, наверное, с минуту спамил свои проклятия, чтобы остановить таких сильных врагов. И он пропал. Ну остановите вы ее, блин. Надо было выбирать соперника послабее. Можно, в принципе, наложить на нее наше заклинание. Вот это вот. Вот. Она, конечно, начинает суетиться. Соперника послабее. И левитация не особо работает. Но хотя бы она возвращается на свое место. То есть она не бродячая тут по пещере, а она именно стоящая на месте. Так тоже можно делать. Что у нас тут в бочках? Всякие ингредиенты. Собираем. Это не собираем. Ну такое. Короче говоря, такое. Не знаю, насколько это было увлекательно, но мне было интересно потестировать новые возможности. Ну как новую? Все новое хорошо забытое старое, как известно, да? На этом, пожалуй, серию я буду закруглять. Зачищать эту пещеру я смысла никакого не вижу полностью. Они тут стоят по двое, по трое. Вряд ли тут есть что-то интересное для нас. В следующей серии мы все-таки, я думаю, наведаемся в замок Карстага. А на сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч.